Верховный суд разъяснил, как признать недействительным завещание. После смерти деда, его единственная внучка обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но нотариус ее разочаровал. Оказалось, что при жизни дедушка составил завещание на некую гражданку, которой он и оставил все свое имущество. Пришлось несостоявшейся наследнице идти в суд и доказывать, что в 92 года дед был не в себе и не понимал, что делает. Сегодня наследственные споры стали неотъемлемой частью судебных разбирательств. По неофициальной статистике оспаривается каждое третье наследство, поэтому толкование норм закона в этой чувствительной сфере может оказаться полезным многим гражданам. Итак, в Краснодарском крае гражданка принесла в районный суд исковое заявление с просьбой признать недействительным завещание. В суде внучка объяснила, что она единственная наследница. А дедушке было больше 90 лет, и он в силу преклонного возраста, инвалидности второй группы и ранений, полученных во время Второй мировой войны, в момент составления завещания и выдачи доверенности чужой тете, не мог понимать значение своих действий. Адлерский районный суд Сочи исковые требования внучки удовлетворил и признал завещание и доверенность недействительными. Апелляция краевого суда это решение отменила и приняла новое в удовлетворении требований отказать. Истица дошла до Верховного суда, где пришли к выводу, что есть основания для отмены решения краевого суда. Из материалов дела видно, что нотариус удостоверил завещание пожилого человека в пользу женщины, не являющейся его родственницей, за год до его смерти. А заявление о принятии наследства эта гражданка подала нотариусу в день смерти ветерана. Внучка пришла к нотариусу спустя полгода после смерти дедушки. Райсуд, разбирая спор, назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить психическое состояние пожилого человека на момент составления завещания. Сделать экспертизу суд поручил специалистам психиатрической больницы. Те в своем заключении написали, что не могут дать никакого заключения, так как ветеран при жизни никогда не обращался к психиатрам, на учете у них не состоял и в его медицинских документах ни слова про психические отклонения. Краевой суд, не будучи специалистом в психиатрии, не стал назначать повторное исследование. Изучив такой ответ, райсуд назначил еще одну экспертизу. Ее поручили автономной некоммерческой организации. Итог этой экспертизы: на момент написания завещания пенсионер страдал хроническим психическим расстройством в связи со смешанными заболеваниями головного мозга. И он не мог понимать значение своих действий. Суд в итоге пришел к выводу, что ветеран при составлении завещания и доверенности не мог понимать значение своих действий. Поэтому и было принято решение считать завещание недействительным. Это решение было оспорено. Краевой суд внучке отказал. Вот аргументы Верховного суда. Он напомнил про свой специальный пленум, где рассматривалась практика рассмотрения наследственных дел, номер 9 от 29 мая 2012 года. И там было сказано, что завещание может быть признано недействительным в соответствии с общими положениями о недействительности сделок. А в Гражданском кодексе, статья 177, записано, что сделка может быть признана судом недействительной, если совершивший ее гражданин, хотя и является дееспособным, но в момент ее совершения находился в таком состоянии, что был не способен понимать значение своих действий. Верховный суд подчеркнул, неспособность наследодателя в момент составления завещания и выдачи доверенности понимать значение своих действий – это основание для признания завещания недействительным. Верховный суд подчеркнул, юридически значимыми обстоятельствами в таком случае является наличие или отсутствие психического расстройства в момент написания завещания. На пленуме по делам о наследстве подчеркивалось, заключение эксперта, как и другие доказательства, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности. Но оценка судом заключений должна быть отражена в решении. В нашем случае краевой суд, не согласившись с первой экспертизой, сослался на показания нотариуса, который заявил, что ветеран был адекватен, и на слова свидетелей. Верховный суд подчеркнул, отвергая выводы вторых экспертов, краевой суд, не будучи специалистом в психиатрии, не стал назначать повторное исследование, а пришел к выводу, что ветеран был адекватен. А еще Верховный суд заметил, в нарушении закона, статьи 67 и 198 ГПК, апелляция не объяснила, почему не согласна с выводами второй экспертизы.